Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 11 сентября, понедельник. И сегодняшний выпуск я хотел бы начать несколькими комментариями по поводу закончившейся вчера встречи или заседания, совещания государств-членов G20. Я посмотрел комментарии в украиноязычном, в русскоязычном информационном пространстве и обнаружил в русскоязычной эйфорию непомерную, а в украиноязычной какой-то скептицизм, недовольство, неудовлетворенность, скажем так. И я думаю, что и то, и другое – это ошибка. Потому что в обоих случаях комментаторы обращали практически исключительно внимание на одну вещь. На то, какие формулировки в заключительном заявлении «двадцатки» прозвучали в отношении войны, которая имеет место на территории Украины, в отношении российской агрессии против Украины. И российские, естественно, прокремлевские СМИ ликовали, что там, где мягче формулировки по сравнению с прошлогодней встречей коммюнике на Бали, Россия якобы напрямую, ну да, там нет слова «Россия», не осуждается за агрессию, там нет этого слова. И все так обтекаемо. С украинской стороны даже представители администрации выступили с заявлением, что это коммюнике не может себе представлять, не может являть собой повод для гордости. Ну, я думаю, что вопрос гораздо шире, и если посмотреть шире, то все закончилось нормально. Конечно, всегда могло, что-то может всегда быть лучше, но политика, как известно, это компромисс, это искусство возможно. Так что вот давайте посмотрим, что произошло. Что касается формулировки. Формулировки я бы не сказал, что там что-то действительно плохое для Украины. Ну, там написано, что осуждается война, вернее, говорится о войне не против Украины, как хотелось бы Украине. И мне бы так хотелось, и многим другим сторонникам Украины этого хотелось бы. Там написано более нейтрально. Война в Украине. Ну и пойди. То есть там не написано, что Россия агрессор. Плохо. Это плохо, да. Это не так, как хотелось бы. С другой стороны, там указывается, что эта война, урегулирование окончательно после окончания войны, должно завершиться справедливым миром, раз. Второе, это урегулирование должно быть произведено на основании принципа территориальной целостности. Но это как раз вот что и нужно Украине. То есть это напрочь выбивает требования кремлевских пропагандистов, представителей, того же Лаврова, который присутствовал там на этой встрече, о том, что нужно при этом учитывать реалии на земле. Требования территориальной целостности Украины при урегулировании войны, это также является краеугольным камнем плана Пекина по дипломатическому урегулированию войны России против Украины. Ну и Китай там присутствовал, что тоже важно. Поэтому, в общем так, могло бы быть, конечно, несколько лучше, но что произошло что-то плохое, я бы не сказал. Вопрос стоял так: или вообще не будет коммюнике, или будет консенсус, потому что там такие документы принимают консенсусом. То есть все должны проголосовать, включая Китай и Российскую Федерацию. И если бы не было вообще никакого коммюнике, то потом трудно было бы апеллировать к участникам этой встречи, скажем, критиковать ту же Россию, что она подписала вот текст, а теперь не хочет его воплощать в жизнь. И Китай, который сделал то же самое. А теперь всегда, если Россия будет упоминать о необходимости соблюдения реалий на местах, можно будет им тыкать носом в это заявление G20 и говорить: ну как же, вы же подписали, что должен соблюдаться принцип территориальной целостности и неприкосновенности. То же самое можно делать теперь в отношении с Китаем. То есть лучше коммюнике с такой формулировкой, которая в конце концов была сформулирована, или же чем вообще отсутствие всякого заявления. Ну, надо сказать, что те вопросы, которые решали на G20, в частности по Украине, то есть они шире, чем вопрос исключительно вот формулировки по Украине. Почему? Потому что, ну, во-первых, G20 – это не военно-политическая организация.
она вообще не создана для решения военно-политических кризисных ситуаций. Об этом, кстати, напомнил Макрон, и это правильно. И это обсуждалось еще до начала этой встречи, то есть речь шла о том, что а стоит ли вообще поднимать вопрос о российской агрессии в Украине. То есть G20 – это организация, изначально созданная для решения глобальных экономических проблем. Ну, как, скажем, там, изменение климата или необходимое сокращение добычи углеводородов, использование их для получения энергии и так далее. То есть то, что уже то, что там второй год подряд обсуждается вопрос о российской агрессии, это уже успех. Успех Украины и успех ее союзников. Второе. На этой встрече происходили глобальные изменения. Решались глобальные вопросы о том, за кем пойдет Юг. И это очень важно. Ну, как вы поняли, глобальный Юг в последнее время это очень важно. Важно в двух аспектах. Первый. Россия пытается через некоторых стран этого глобального юга обходить санкции и даже получать оружие. Это раз. Второе. Западное общественное мнение, которое очень важно для Украины, я имею в виду Запад и западных стран, оно весьма восприимчиво к мнению глобального юга. Либерализм, господа, ничего не поделаешь, прислушиваются. И в конечном итоге это мнение глобального юга, оно будет слышно в Организации Объединенных Наций, в самом центре Соединенных Штатов Америки. До сих пор союзникам, Соединенным Штатам удавалось обеспечить преобладающее большинство сторонников Украины в ООН, но если пойдет обратная тенденция, это будет очень не кстати, это будет плохо влиять на избирателей в Соединенных Штатах Америки, от которых зависит в конечном итоге позиция их политических лидеров и, следовательно, помощь Соединенных Штатов Украине. Так вот, значит, там происходила борьба за глобальный юг. И началом этой битвы, ну, непосредственным началом, послужил отказ Си Цзиньпина приехать на эту встречу. Он был неожиданный, и Пекин так, в конце концов, и не объяснил, почему туда не поехал. Поехал туда премьер. Ну и западные аналитики по Украине, китаеведы, китаисты, начали тут же бурно объяснять, что это обозначает. И мне больше всего понравилась следующая точка зрения. Ну, потому что она логичная. Ее высказывали серьезные китаеведы, серьезные аналитики. Но и она вписывается, в общем-то, в последовательность событий, которая привела к тому, что мы сейчас имеем. Итак, мы уже с вами обсуждали, знаем, китайская модель экономического чуда сломалась. Теперь так об этом говорят. Причем говорят по нарастающей. Еще несколько недель назад говорили, что Китай не догонит Соединенные Штаты экономически в течение ближайших 10 лет. Потом начали говорить даже 30 лет. Теперь вопрос стоит так. Сломалась модель настолько, что Китай вряд ли когда-либо вообще догонит Соединенные Штаты Америки. Но я не люблю никогда вообще. Но слом модели произошел серьезный. И это очень и очень надолго. Значит, тут две мысли тут же разделяются у американских и европейских аналитиков. Первые говорят, что, видимо, Китай решил, что предстоящие экономические сложности слишком велики, и нужно как-то так сворачивать бурную внешнеполитическую деятельность и заняться делом внутри страны, у себя дома. А поэтому надо прекращать там бодаться с американцами, объединяться вместе с Россией, обеспечивать или поддерживать ее в ее авантюре против Украины. Ну и нафиг. Займемся своими делами. Вторая группа аналитиков говорила, что все гораздо сложнее. Экономические трудности Китая, по их мнению, приведут не к сворачиванию внешнеполитической активности, а некоторые говорят даже агрессивности Китая на международной арене, а наоборот, приведут к прямо противоположному. Из-за этого они объясняют, что Си не поехал на G20, потому что китайцы поняли, что G20 для их экспансионистских целей по осуществлению контроля над странами глобального юга, они бесполезны именно в рамках G20, потому что твердое лидерство в этой организации захватили Соединенные Штаты Америки. В все большей степени союзником, важным союзником США в этой организации становится Индия.
А Индия, помимо всего прочего, это еще вторая крупнейшая держава, участник БРИКС, куда входит Россия. А БРИКС – это детище особо дорогое и для Си Цзиньпина, и для Путина. И они, то есть Пекин боялись, что успешное, супер успешное проведение G20 в Нью-Дели, как вы знаете, проходило в Нью-Дели, будет использована Индией для поднятия своего авторитета, который поднимется и в БРИКС, где она будет играть роль американского троянского коня. Поэтому Си не поехал для того, чтобы не помочь росту престижа своего заклятого друга Моди. Тем более, что накануне, возможно, вы слышали, знаете, китайцы опубликовали карты, в которых были обозначены их территориальные притязания. И в качестве этих притязаний, ну там на российский остров один, я уже не помню какой, это мелочь по сравнению с тем, что китайцы хотят от Индии. Там хотят целый штаб индийский, плюс значительное притязания территориальные в Южно-Китайском море государством, прилегающим государством. То есть, с одной стороны, китайцы, которые пытаются заигрывать с глобальным миром, и вдруг накануне G20 публикует вот эту карту, которая, ну никак, она вызвала шквал возмущения очень многих государств. И некоторые аналитики западные даже пришли к мнению, что происходит какой-то сумбур, чего раньше, в общем-то, особо не наблюдалось. То есть экономические сложности настолько потрясли пекинское руководство, что вот происходит такая накладка. G20, где они должны охмурять, по идее, страны глобального юга, и тут на тебе территориальные претензии к целому ряду из них накануне этой встречи. Черт знает что, так по большому счету. Короче говоря, значит, вывод такой, что Си туда не участие Си в этом мероприятии свидетельствует о том, что китайцы решили завязать с G20, а следовательно завязать со всеми другими организациями, в которых они не являются безусловными лидерами. То есть сил на то, чтобы бодаться во всех этих организациях с Америкой, у них нет, поэтому не стоит и тратить время. Надо сосредоточить время. У них остается Организация Объединенных Наций, у них остается БРИКС, и то неизвестно, как там, вот они сейчас принимают туда новых членов. Зачем? Главная цель. Чтобы влияние Индии как-то вот там размыть, рассеять. Потому что те, которые будут новые туда прибывать, они в основном сторонники Пекина. А Индия как-то так не шибко была рада этому расширению предстоящему. Вот, то есть, значит, Организация Объединенных Наций по-прежнему в поле зрения и устремлений Пекина. Затем G20 как-то так отбрасывается в сторону, БРИКС, ну и затем ШОС, Шанхайская организация сотрудничества. И в экономическом плане они создали Азиатский инвестиционный банк, который должен как-то конкурировать с Международным банком. То есть смена стратегии. Отброшена идея как-то взламывать, расшатывать западный или вообще сложившийся под западным влиянием современный мир, не перестать тратить время и силы на его расшатывание изнутри, сконцентрироваться на создании совсем другой реальности, где с самого начала Китай это лидер, ну а там рядом идет Путин, как чемодан без ручки. Вот такая вот ситуация сложилась. В кулуарах G20 Ли Цян, премьер, встретился с Байденом и очень задушевно с ним говорил, то есть уговаривал, что ну не надо так считать, что мы ваши враги, что пытаются там нагадить, ваш мир как-то так раскачать. Вы должны быть заинтересованы в том, чтобы Китай нормально развивался экономически, продолжал расти. Если будет Китай расти, то и вам же будет хорошо. Ну где-то какая-то часть сермяжной правды есть, потому что масса дешевых китайских товаров на американском рынке стали со временем некачественные, и американцы привыкли к низким ценам. Если они вдруг резко исчезнут, то цены повысятся, качество вряд ли, уж очень значительно повысится. Поэтому
Где-то так, вот если рассчитывать, судить с точки зрения кошелька в кармане конкретного американского налогоплательщика, то этот посыл Лициана, он имеет место. Но если посмотреть с геополитической точки зрения, то тут совсем не так. Что еще произошло интересного на этом форуме? Что как бы ударом можно расценивать как удар по интересам Китая, поскольку там Си отсутствовал. В противовес шелкому пути, китайскому один пояс, один путь, на встрече с G20 принято решение о образовании другого пути, который будет соединять Индию через Ближний Восток с Европой, прежде всего с Восточной Европой. То есть китайский путь теперь будет конкурировать с индийским путем. Индия очень довольна. То есть в значительной степени для того, чтобы поддержать Индию, Моди, а у него переизбрание в следующем году, как и у Байдена, Байден, присутствующий на G20, в принципе, согласился на такую формулировку. И Риши Сунак, премьер Великобритании, я комментировал его высказывание буквально накануне начала встречи G20, и его позиция была весьма такая твердая, даже, я бы сказал, агрессивная в отношении формулировок по поводу российской агрессии против Украины. В конце концов, он, значит, согласился вот с этими обтекаемыми, можно сказать, дипломатическими формулировками в отношении Украины, которые в конце концов вошли в заключительный документ. Таким образом, вот если это все сложить вместе, что получилось, то, я считаю, оно того стоит. То есть замена, как там было изначально Украина хотела, ее западные союзники предложили вначале, война against Ukraine, то есть война против Украины. Вместо этого получилась война in Ukraine, война в Украине. Ну, мелочь, то есть, скажем так, неприятно, нехорошо. Но там по-прежнему есть принцип территориальной целостности, а это важно. И с этим мы теперь будем держать китайцев, я имею в виду Украина, ее западные союзники, будем китайцев тыкать в их собственный план, где этот принцип прямо вот в первом абзаце, а также в документе, который сейчас они подписали в G20. То есть разница счастья для России по этому поводу невелико. Китая то же самое, я имею в виду по конечной формулировке. Лавров, может быть, там соловьем трещал по поводу окончательного варианта формулировок. Ну, его можно понять, потому что его бросили на амбразуру Путин, который не смог туда приехать, позорище. Лавров справился, то есть что-то там вместо against поменял in, он теперь это будет представлять прежде всего в Москве и Путину как величайшее свое достижение. На самом деле это не так. То есть позиции ближайшего союзника Китая, по ним был нанесен удар, прежде всего они сами нанесли этот удар, отказавшись, когда Си отказался ехать в Нью-Дели. Второе, значит, прищучили их там с их планами глобализма. То есть на их глобальный план шелковый путь, теперь другой индийский путь есть. Ну и, наконец, Байден общался там со всеми остальными лидерами в отсутствие Путина, в отсутствие Си Цзиньпина. Все остальные участники БРИКС, которые там были, они там практически были все на встрече G20. Они, выступая на форуме, называли вещи своими именами. И практически никто из них не выступал в поддержку Российской Федерации. Там не было в их высказываниях формулировок, которые раньше допускал Китай, о том, что надо учитывать законные и рациональные интересы безопасности российской страны. Так что, думаю, господа, во всяком случае, в этом случае нет оснований для пессимизма, все идет своим путем. Следующий вопрос, который я хотел затронуть. Президент Зеленский сегодня, The Economist, влиятельное издание, опубликовало интервью Владимира Зеленского, которое, произвело на меня достаточно неприятное впечатление. Неприятное
но она какой-то была алармистская, понимаете? То есть впервые за 18 лет войны я услышал в его словах, и я представлял себе его лицо, когда он это все говорил, эти все фразы. То есть это были фразы, диалог, вернее, не диалог, а интервью растерянного человека. Ну, я бы не сказал панического, но в состоянии глубокой тревоги. И главное, значит, чем это все объясняется, что истекает из его высказывания, он заметил, как актер, который тонко чувствует свою аудиторию, он заметил перемены в отношении этой аудитории. И заметил это, то есть он еще не услышал конкретно в формулировках это изменение, но он это почувствовал, типа в глазах прочитал. И в чем изменение? В том, что как-то так уменьшается поддержка Украины, или, скажем так, может, по идее, уменьшится поддержка Украины со стороны западных союзников. Ну и, естественно, это не может не вызывать беспокойства. Я вам как-то рассказывал свое видение modus operandi или оперативного почерка администрации Зеленского с последние 18 месяцев в общении с западными государствами. То есть у него там есть 3 спичрайтера, которые пишут ему хорошие тексты для западной аудитории, а он обращается мастерски, Зеленский, зачитывает эти тексты с просьбой о помощи. Помощь поступает. Вот, собственно говоря, вот это он и сказал в этом интервью, что раньше я обращался за помощью, и мы нашли формулу, как оказывать давление на наших партнеров, то есть на политические власти в столицах западных государств. И обращались это через их головы, апеллировали прямо к народу, к избирателям, вот через вот эти выступления Зеленского. И до сих пор это приносило позитивные результаты. А вот сейчас, как следует из высказывания Зеленского, что-то сломалось, что-то произошло не так. Но он не объясняет. То есть ему это вроде бы непонятно. И речь в основном-то идет о военной помощи. Но я бы поставил вопрос шире. Там не только о военной помощи, там и о экономической помощи. Вообще в целом об отношении западных союзников. И даже не к Украине, а вот к администрации, прежде всего, Зеленского. А произошло вот что. То есть он как-то назвали его телевизионный актер. Но я думаю, здесь важно вот что упущено. Актер-то он, как говорили раньше, он актер легкого жанра, комедия. Некоторые говорили, в стиле фарса он выступает. Но самое главное, что он не драматический актер, который действительно четко улавливал и понимал на уровне драмы настроение этой аудитории. А произошло, с моей точки зрения, вот что. То есть он до сих пор, они апеллировали или пытались к народу, избирателю, минуя верхи, и они не заметили, как отношение этого избирателя, как этот избиратель западный перестал внимать этим речам. Потому что 18 месяцев – это довольно большой срок, в течение которых происходит вот эта операция. То есть 3 человека пишут выступление, Зеленский произносит эту речь, деньги поступают, там народ вытирает слезу, понимает, что надо помогать Украине, народ, потому что там же народ гибнет. Дается помощь, а после этого через мегакоррупционную организацию под названием Министерство обороны. На самом деле это не Министерство обороны. То, что они сделали, это не Министерство обороны. Это Министерство подрыва обороны Украины. Значит, эти деньги разворовываются в чудовищных масштабах. И это не могло не стать рано или поздно незаметным. Я вам должен сказать, что вот буквально сегодня я, наверное, вам в одном из следующих видео расскажу об одном очень конструктивном материал по поводу того, что делать с коррупцией. Человек, который написал, который эксперт реально в том, как оказывалась помощь Афганистану и что из этого вышло. Так вот, западный избиратель, а началось все, как мы с вами знаем, с республиканского избирателя в Соединенных Штатах Америки. Он понял эту схему.
Президент просит деньги, апеллируя к лучшим, давя на сострадание. Деньги поступают, а в это время деньги эти разворовываются в чудовищных масштабах. И вместо того, чтобы бороться с этим, нескольких Тяпкиных, Ляпкиных, Пупкиных задержали, якобы находятся под следствием. Мы знаем, что в Украине эти следствия могут длиться вечно, пока или шах, или падишах, знаем эту историю. Но ситуация такая, война идет, надо реагировать немедленно, реакции никакой. И, наконец, последнее, один из самых одиозных представителей этой схемы, это бывший министр обороны, курочка наша ряба, несущая золотые яички. Значит, за то, что он натворил, его провожают стоя с бурными аплодисментами из Рады и говорят, что он готовится сейчас, готовит дипломатический вализ свой, то есть багаж дипломатический, чтобы гордо представлять украинское государство. То есть он будет, если это свершится, он будет где-то в Европе, чуть ли в Великобритании, говорят, будет представлять Украину. То есть он будет олицетворением Украины. Вы вдумайтесь в это. 36 миллиардов ушедшие в первые же месяцы российской агрессии в песок, не в песок, а в офшоры. Затем эти золотые яйца Резникова, затем эти куртки. И все это пишут сейчас в американских изданиях. Они все это видят. То есть это получается какая-то циничная формула, если президент Зеленский ее понимает и знает. То есть ему дают текст, он зачитывает, под этот текст ему дают деньги, а в это время его команда, как он это называет, он говорит, моя команда, она начинает эти деньги осваивать. И вот тут-то оно где-то и сломалось. И что-то с этим надо делать, и достаточно быстро. А для начала надо показать, что это не на словах, а на деле. И вместо тому самому Резникову, вместо того, чтобы паковать дипломатический багаж, свой вализ, надо бы сушить сухари и готовиться не к вручению верительных грамот, а на допрос к следователю, где ему будет предложено конкретно, без дураков, те деньги, которые были, это то, что известно, украдены через Минобороны, 4,5 эскадрильи F-16 отправлены в офшоры, а не на поля сражений в Украине. Или аналогичное количество боеприпасов, систем техники и так далее. Вот по этому поводу, вернее, в этой связи, на похожую тему, сегодня выступила министр иностранных дел Германии Бербок, которая, сказала, что надо помочь Украине вступить в ЕС. И якобы вопрос, опять вот-вот начнутся конкретные переговоры по этому поводу. В этой связи газета Financial Times опубликовала сегодня статью, которая называется, заголовок такой: «Реформа сейчас». Из этой статьи следует, что опыт ЕС показывает, что государства-кандидаты, прежде чем вступить в ЕС, должны выполнить все необходимые реформы. Потому что, как в случае с Венгрией, свидетельствует, если государство говорит, вы нас сначала примите, а мы потом будем уже членами и будем осуществлять эти реформы. Так вот, вариантов тут ноль. После того, как страна становится членом ЕС, структуры ЕС уже не могут оказать на нее никакого влияния и заставить ее совершить реформы. Если вы хотите, чтобы она что-то сделала в плане реформ, то это нужно сделать, заставлять ее делать до вступления. И тут речь даже не о экономике, хотя экономика тоже важна. Но не только, и не столько в ней, сколько, как цитируется здесь, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик, которая заявила, что меры по достижению контрольных показателей демократии и, внимание, верховенства закона, которые установлены блоком, важнее, чем мощь, сила их экономик. Верховенство закона – это отсутствие коррупции. Коррупция и верховенство закона – это вещи несовместимые совершенно. Поэтому, как следует из этой статьи, прежде чем Украина будет вступать в ЕС, государство, то есть, обратите внимание, я сейчас говорю о двух Украинах. Одна Украина – это страна, это территория, ее народ, культура, язык, история и так далее. А второе – это государство. Государство – это совокупность государственных органов
министерств, ведомств, полиция, милиция и все такое прочее. Все чиновники, бюрократы, вот это все вместе. Так вот, вот эти чиновники должны провести реформы с тем, чтобы умерить свои клептократические аппетиты, чтобы страна, Украина, была принята в ЕС. То есть, понимаете, да? После Путина главным препятствием на пути приема страны Украины в ЕС является государство в лице всех вот этих ведомств, чиновники которых воровали, воруют. Но надо сделать так, чтобы перестали воровать, иначе никакого ЕС не будет. Вот такая ситуация, господа. И на этом я хотел бы закончить вот этот свой выпуск для того, чтобы, ну, как бы зафиксировать внимание на этих двух вопросах. То есть Запад придет на помощь. Будет оказана вся необходимая помощь. Не вижу оснований сейчас для панических настроений, в том числе господина Зеленского. Просто как-то так надо посмотреть по сторонам, оглядеться, понять, если это без его ведомства все это делается, то надо приструнить ребят. Не получится так, чтобы ты просишь деньги, тебе дают деньги, а твоя команда, как вы ее называете, господин президент, эти деньги оприходует. Так эта система не работает. Поэтому, как всегда, господа, в заключении вот этого сегмента, слава Украине и ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, а вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и неуклонной твердой веры в неизбежность нашей победы. До скорой встречи.